Нет, это не ответ. Я хочу работать вон. Мы создаем удивительные, офигенные проекты вместе. Никогда не думала, что я вообще буду этим заниматься. То, что показывают в кино, оно будет там частью моей жизни. Это человек, который задает вопросы, сомневается, читает, ему невозможно промыть мозги. Вот на меня каждое утро орали газеты о том, что происходит трэш. Такая вот маленькая попытка понять другого – это то, что, мне кажется, не дает миру окончательно скатиться туда, куда он катится. Политика, она такая мировая, вот она происходит вот по звонку. Я поразилась тому, что случилось с людьми. Ни на что меньше я не согласна. Я верю, что этот проект сработает. Слушайте, у меня русский паспорт, у вас будет проблема с этим? А мы португальцы, у тебя есть с этим проблема? Какая разница, какое у нас тело? Какая разница, потому что душа имеет значение. Ты на меня транслируешь то, что ты не желаешь своим детям от таких же, как ты. Не могли же забрать невиновного. Мне кажется, этот диалог возможен. Привет, облачные жители! Сегодня я хочу сразу, без предварительных ласк, задать каждому из вас серьезный вопрос. Почему вот вы, конкретно вы, не любите, а может вполне себе и ненавидите не похожих на вас? Почему люди, сделавшие в жизни другой, отличный от вашего выбора, вызывают у вас негативные эмоции? И почему вы считаете, что ваш выбор важнее, правильнее, лучше выбора другого человека? 2 года назад началась война, которая разделила миллионы русскоязычных людей на 2 лагеря. И эти 2 лагеря из больших за и против войны стали делиться дальше. Уехавшие, оставшиеся, публично осуждающие войну, молчащие в сети, уехавшие, публично выступающие против войны, уехавшие, молчащие, оставшиеся однозначные противники, так называемые СВО, оставшиеся не все так однозначные и не вполне себе противники. И далее до бесконечности мы разделяемся на лагеря, строим микро- и макросоюзы, объединяясь желанием помогать или желанием спастись, потребностью в безопасности или необходимостью громко говорить, пока кто-то не убьет тебя в далекой колонии строгого режима. Разделение по прошествии времени стало совершенно очевидным. Я, будучи уехавшей, чувствую расширяющуюся пропасть в общении с многими оставшимися. И дело не в наших позициях и взглядах на справедливость или несправедливость войны. Дело в том, что мы прямо сейчас вынуждены строить совершенно разные жизни. Одни в условиях чужой страны, чужого языка, чужой культуры, пытаясь занять место в том месте, где места для чужих не так уж и много. Другие формируют собственные пузыри эмоционального и физического выживания на родине, пытаясь сфокусироваться на «делай, что должно, и будь, что будет». И в этом всепоглощающем разделении, конфликте, отрезании всех от всех лично меня особенно заботит то, что происходит с меньшинствами. Именно представители сообществ, которые и так мало чем защищены, страдают сейчас как никогда. Как сказала моя любимая журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, если меньшинство не в безопасности, никто не в безопасности. Моя сегодняшняя история о 2 совершенно удивительных девушках, женщинах, чья жизнь – настоящая книжка Жюля Верна. Алена из Калининграда и Катя из Тулы, прожив фантастические интересные опыты, переехали в Португалию строить новую стартаперскую иммигрантскую жизнь. Они оставили свою историю в заявке на участие в проекте Cloud Russians на моем официальном сайте. Я слетала в Португалию, провела несколько дней с этими чудесными людьми, и вот, принесла вам эту историю в виде очень откровенного, очень человечного и очень важного разговора о том, что, возможно, прямо сейчас вызовет у вас смешанные чувства. Но дайте шанс этой истории, досмотрите до конца. Вдруг сегодня именно тот день, когда всем нам, разделенным мнениями, позициями, пора объединиться под единственно нужным человечеству флагом. Флагом любви. Есть очень много разных философских, религиозных убеждений, и мы все находимся перед выбором, во что нам верить, что мы считаем правильным. Но прекрасный философ Платон говорил о том, что когда-то очень давно существовали андрогины. Это были люди, которые состояли из 2. То есть у них было 2 головы, 4 руки, 4 ноги. Эти люди захотели свергнуть богов, они колесом хотели докатиться до Олимпа. И за это Зевс разозлился на них и рассек их пополам.
Отсюда, в общем, есть идея о двух половинках, о том, что мы ищем половинки, потому что рассеченные андрогины искали вот потерянную свою половину. Но андрогины были 3 типов. Мужчина-мужчина, женщина-мужчина и женщина-женщина. И Платон об этом рассказывает в диалоге «Пир», посвященном любви, посвященном природе любви, что является наибольшей ценностью, собственно, в его философии. И, во-первых, он говорит о том, как вы можете полагать, что люди всю свою жизнь проживают вместе, движимы исключительно телесными инстинктами, то есть движимы исключительно желанием заниматься сексом. Так нельзя прожить всю жизнь. Душа ищет чего-то другого. Да, вот эти вот андрогины, которые ищут свою половинку, по своей природе, по своему устройству, это делают из любви, из стремления вернуться к себе, вернуться к некоторой ценности. Но у Платона есть другая совершенно потрясающая мысль. Он говорит о том, что любое создание чего-то из небытия, переведение из небытия в бытие, есть творчество. И в этом отношении творчество — это сделанный стол, и приготовленный обед. И творчество — это рожденный ребенок. И творчество — это рожденная мысль и идея. И вот по Платону высшая степень любви возможна исключительно между 2 мужчинами. Тут мы его скорректируем. Если бы он, конечно, был уже в 21 веке, я думаю, он тоже поменял бы свое мнение. Но в то время женщина не получает образование, в то время женщина находится в некотором другом положении. Хотя через какое-то количество лет он напишет «Государство», где он скажет, что какая разница, какое у нас тело. Какая разница? Потому что душа имеет значение. Если душа тебя любит, ты любишь душу. Платон в V веке до нашей эры был абсолютно комфортно с тем, что женщина может быть правителем, женщина может быть философом, врачом, вообще кем угодно. И это были революционные идеи для того времени. Но, возвращаясь к андрогинам, он говорит, что высшая любовь между 2 мужчинами. Почему? Потому что они не могут родить ребенка. Они не будут на это отвлекаться. И они будут вместе двигаться вверх в духовной любви. И они будут рождать идеи. 2 женщины тоже рождают идеи. Мы создаем удивительные, офигенные проекты вместе. У Алены ее стартап, у Алены ее идея эмпауэрмента женщин. У меня мой книжный клуб, где я тоже, по сути, для чего я это делаю? Я хочу, чтобы люди думали. Я хочу, чтобы люди внутри себя находили силу размышлять, задавать вопросы, сомневаться, подвергать все, что они видят, критическому мышлению, читать книги на каком-то абсолютно другом уровне. Потому что человек, который задает вопросы, сомневается, читает, это человек, которого невозможно пропагандировать. Ему невозможно промыть мозги, он будет иметь на все всегда свое личное мнение. И если вас что-то очень-очень-очень сильно раздражает и бесит, например, такая пара, как мы, может быть, вы не задали и самому себе какой-то вопрос. И попробуйте это сделать. И попробуйте поговорить, может быть, с кем, какого вы знаете, без злобы, без агрессии. Спросите, попробуйте подойти к этому критично, попробуйте увидеть, что перед вами и кто перед вами. Привет, меня зовут Алена Лепилина, мне 38 лет, и я родилась в городе Чите, но я выросла в Калининграде. Когда меня спрашивают, откуда ты, это сейчас, и, в принципе, достаточно давно был самый ненавистный мой вопрос, потому что, а что это вообще значит? Правда, что вот это значит? Скажу я русская, это что значит? Что я автоматически люблю березы Достоевского, вареники или там, я не знаю, у меня ручной медведь, что вообще это значит? И на самом деле я начала проводить эксперименты. То есть я сейчас езжу на, Блаблакар, да, то есть я периодически беру с собой людей в поездку. И мне попадаются люди из разных европейских стран, у меня были там француженки, вот недавно у меня был бельгийский мужчина, и я, в ответ на «откуда ты?», да, и на, отвечаю, вот я там, ладно, из России, но я там там-то прожила, да, а что для вас значит быть французом или быть бельгийцем? И были совершенно разные вопросы, и люди зависали. И девочки мне сказали, слушай, это очень хороший вопрос, а что это вообще значит? И одна говорит, ты знаешь,
я за свои 28 лет себя почувствовала француженкой в тот год, когда бастовали желтые жилеты. Вот в этот именно момент я почувствовала себя француженкой. До этого я как бы вообще это чувство было абсолютно размыто. Ну, то есть, типа, действительно, что это значит? А вторая говорит, а я так и не почувствовала себя француженкой. Меня зовут Катерина, мне на следующей неделе исполнится 32 года, и я родилась в городе Тула. Я русская, мой дедушка был армянином, и во мне поэтому есть немножечко армянской крови. Мою маму зовут Заруи, и хотя это вот как-никак не видно на моем лице, тем не менее вот такая часть есть у меня моего наследия, хотя у нас не говорили на этом языке никогда. И, наверное, из армянской культуры у нас была только долма. И вот этот вот загадочный далекий дедушка и его картины у нас дома. То есть я в школе перепробовала вообще все, что существовало. То есть я там настольный теннис, волейбол, там еще какие-то вещи. Пока я не пришла в баскетбол. А это был 8 класс мой. А для девочек 8 класса не существовало баскетбола. Он существовал только для мальчиков 10-11. И ты можешь представить себе разницу между девочкой в 8 классе и мальчиком 10-11. Но в тот момент, когда я вошла в зал и вообще взяла в руки этот мяч, все поменялось. То есть это абсолютно было как любовь. Вот абсолютно. Причем любовь такая, типа, абсолютно не тривиальная. Ну, то есть против всех. Да? То есть есть мальчики ростом 2 метра, которые над тобой смеются и зовут гномиком. И ты ничего не умеешь. Ты абсолютно ничего не умеешь. Ты абсолютно оказываешь, как в эмиграции. Оказываешься в ситуации, где ты ничего не умеешь. Ты гномик с мячиком. И я такая про себя думаю, ну ладно, гномик с мячиком, но вы за 2 месяца, я вот сделаю прогресс, и вы будете драться за меня. Кто в команду-то меня возьмет? И реально получилось ровно так. И через месяц они уже просто такие, типа, так, вот гномик пойдет к нам. Вот этот гномик идет ко мне в команду. Ну, во-первых, потому что они стали как-то относиться ко мне иначе. То есть они увидели, что я не сдаюсь, что я пытаюсь что-то сделать, я там стараюсь там, и так далее. Была очень большая поддержка, на самом деле, женщин, которые преподавали физкультуру в моей школе. То есть они были очень, модное слово, empowering. То есть они очень empowerили меня. То есть они такие, Алена, ты такая молодец, давай, жми. То есть они не сказали, что тут забыла? Ну, тут пацаны, они играют в свое, что тут, девочка, делаешь, посиди на лавочке. Нет, они такие, не-не-не. Хочешь, я тебе подскажу? Ты, в принципе, вот можешь делать вот так. Вот здесь вот такой приемчик, вот здесь вот такой. То есть они, топили за меня. Они за меня топили, они мне помогали. Они, в общем, следили за моим, прогрессом. У меня стандартная советская семья. Мама учительница, папа военный. После переезда из Читы, который мы вспоминали как страшный сон, потому что там действительно было плохо. Калининград действительно город особый, и там больше возможностей для папы в том числе было. Мама вообще была в своей альма-матер, начала писать диссертацию, а папа начал ходить в кругосветке. То есть он стал на военных кораблях ходить там в разные направления. Но тут наступает момент, когда он узнает про курсы ООН. Курсы ООН для военных – это специальные курсы, где обучают военных наблюдателей от военной академии Российской Федерации, классных военных с языком отправляют на эти курсы, чтобы потом отправить в миссию, где идут военные действия, например. И, собственно говоря, папу отправили сначала в Монтерей, в Калифорнию. Откуда? Мы узнали, что его распределяют в Израиль. Что это одна из тех миссий, куда он подал заявку. И очень важно, эта миссия была семейная, несмотря на то, что шла вторая, по-моему, интифада на тот момент, это был 2001 год.
эта миссия считалась семейной, то есть туда можно было брать членов своей семьи. Он уже ужасно нас звал, то есть он говорил, пожалуйста, бросайте все. А мне надо было там закончить 10 класс школы, что-то какие-то там дела подвязать. Он говорит, бросайте все, бегом бегите, значит, в Израиль, потому что тут рай. Я хочу, чтобы вы были как можно здесь дольше, потому что миссия всего 2 года. Давайте, как бы, приезжайте скорее, там, впитывайте и так далее. Вот. И в целом он был вообще супер за то, чтобы мы как можно быстрее испытали что-то иное. Сначала мы жили в Нахарии, это такой маленький город на границе с Ливаном, на берегу, и там было все классно, на самом деле. То есть там было много детей, экспатов, да, которые из других семей, и там я поняла, что я не знаю английского совсем. То есть я поняла, что я вообще не могу с детьми своего возраста коммуницировать абсолютно никак, потому что школа мне не дала каких-то базисов коммуникации. И нас тоже, как бы, важный нюанс, нас объединил баскетбол. Вот этих подростков, которые встречались из абсолютно разных стран на площадке, и нам было очень круто. Вот здесь шумит море, вот здесь баскетбольная площадка, мы играем с утра до ночи, мы общаемся, нам очень здорово, мы узнаем какие-то важные вещи друг про друга, и это все вокруг круглого мяча. Да, и я в первый раз тогда почувствовала вот что-то такое важное, что дает спортивное комьюнити. Да? Ну, это такая точка, в которой вопрос «откуда ты?», он как будто нивелируется. Ну, то есть, типа, окей, там, ты из Ирландии, ты там из России, ты из Китая, ты еще откуда-то, но это все нивелируется, потому что вы вместе играете, вы вместе в команде, и вы в каком-то другом потоке находитесь, где не имеет значения цвет вашего паспорта. Да, или кто вы, или там ваш гендер, возраст, неважно, это что-то большее. Мне было ужасно хорошо, потому что там был вот этот круглый мяч, и вот была вот эта динамика. Мы тренировались, мы ездили на игры, мы что-то такое делали крутое, да, там был ужасно харизматичный тренер, но это длилось недолго. Да. Нас родители отправили домой, в Россию, потому что пришла пора поступать в университет мне. Я закончила БФУ имени Канта в 2009 году, но так как я не хотела быть переводчиком, я, во-первых, в середине своего обучения начала работать сразу синхронистом, и я начала работать со звездами, которые приезжали к нам в город. В середине этой учебы у меня появилась возможность уехать. То есть затормозить эту учебу и сначала уехать в Швецию, поучиться международным отношениям немножечко, потом уехать в Финляндию на год, то есть вообще перетормозить эту учебу, и потом наконец-то ее закончить. Вот. И, собственно говоря, и Швеция, и Финляндия случилось в середине моего вузовского, так сказать, моей вузовской crusade, не знаю, крестового похода моего. И, опять же, очень благодарна университету за эти возможности, потому что они были как раз при университете. Но, опять-таки, вот эти 2 опыта дали мне, помимо мультикультурного аспекта еще одного, да, дали мне осознание того, что мне интересно ковыряться в международных отношениях, потому что там мультикультуральность лежит в основе вообще ее, да, то есть это базовый вообще предмет, который изучается в контексте международных отношений. А Швеция — это была летняя школа для исключительно практически юристов, которых отбирали, я попала в юридическую группу реально, их отбирали конкурентно на летнюю школу по международным отношениям. Это был грант между Калининградом и Европейским Союзом. То есть, это была короткая программа, а длинная была уже на год в Финляндии, и там был кайф, потому что я сама выбирала для себя предметы. И у меня я как человек, который голодный, дорвался просто до не знаю, холодильника с едой. То есть я такая, господи, вот это хочу, вот это. Я реально, то есть я испытывала такое
ощущение трясучки, когда я видела программу там, этого вуза, да, а там еще из нескольких школ можно было брать себе curriculum, я просто умирала. То есть я как вот действительно вот человек, который вот прям аж трясет. Ему так хочется, что аж трясет. Какой у меня мог быть трек после вуза в Калининграде? Такой, логически рассуждая. То есть я могла остаться переводчиком в Калининграде, там, продолжить карьеру на кафедре и работать переводчиком. В принципе, у меня там хорошее было реноме, хорошее резюме. В общем, я наработала себе за годы в университете статус. Такой статус. Но штука в том, что я не хотела быть переводчиком. Я окончила филологический факультет МГУ. Я вот та самая девочка, которая из маленького города поехала за мечтой, влюбилась в это прекрасное главное здание ГЗ на Воробьевых горах. Очень мечтала туда поступить и поступила, окончила филфак, и по диплому я преподавательница зарубежной литературы и итальянского языка. И вот ровно этим я и занимаюсь всю свою жизнь. Я очень долгое время в Москве преподавала итальянский, училась в аспирантуре в МГУ, преподавала в языковых школах частно и, в общем-то, продолжила преподавать после того, как я переехала, но потом у меня еще возник другой мой любимый проект. Я очень точно помню, что в моей семье не возникало варианта, что я останусь жить в Туле. Мама говорила, что я должна обязательно переехать в Москву. Папа смотрел дальше, он говорил: ты выучишь иностранный язык, ты поедешь учиться в Италию, постарайся там остаться. И в то время я абсолютно не понимала, почему. Зачем я должна там оставаться. Я мечтала переехать в Москву, я на это потратила очень много сил, чтобы поступить, чтобы там остаться. Но он всегда повторял, что в России никогда не будет ничего хорошего. И это было очень больно слышать, потому что я очень ценила ту жизнь, которая у меня сложилась в Москве. Я очень ценила интеллектуальное сообщество, в котором я состояла. Но эта мысль начала накапливаться постепенно. Она получала новые и новые подтверждения. Когда я начала путешествовать по Европе, я чувствовала себя немножечко дикарем. Я впервые, приехав в Италию, обнаружила, что у продуктов есть вкус. Я обнаружила, что крошечный итальянский городочек Удине, первый город, в который я приехала, он совсем-совсем вот маленький, его практически никто никогда не знает. В этом городе было все, что могло быть в хорошем, классном городе. Там была классная маленькая церковь, там были красивые площади, там были абсолютно все магазины. Просто там было не 10, Зара одна, но там была. И меня поразил вот этот контраст, когда ты представляешь себе маленький российский город, маленький итальянский город. Вот это ужасное ощущение, а почему так? Почему на одной планете вот существует даже визуально такой странный контраст? И когда я училась, как раз вот заканчивала свою, значит, вот эту вот, уже заканчивала в 2009 году свой университет, я увидела про программу Fulbright, которая спонсировалась Госдепом США. Да. Ну, то есть это... Вот тут меня поймали. Да, печеньки мне не давали. Мне не давали печеньки, но это официальная программа, которых существовало много на тот момент. То есть они существовали и для школьников, и для студентов там, первых, вторых, третьих курсов и так далее, и так далее. Каждый год там уезжают стипендиаты по этой программе бесплатно учиться, получать магистерские степени в США. То есть это речь идет о колоссальных деньгах, да, и плюс тебе платят стипендию, естественно. Мало того, что они оплачивают ту учебу, которая стоит легендарно много, да, мало того, что ты можешь выбрать вуз, куда ты хочешь пойти, так еще и тебе платят стипендию, что, пожалуйста, учись, да. Я даже не понимала, поеду ли я в Штаты. И когда мне пришло письмо официальное на красивой бумаге от университета Сиракьюза, что типа вот, вы такая прекрасная, мы вам так рады, там типа
вузы, пожалуйста. И они сами выбрали за меня программу, что самое интересное. То есть обычно, люди сами понимают, на что они примерно подаются. Я подавалась на public administration. Что это значит? Что, типа, ты чиновник. То есть это такая чиновничья тема. А они меня сами аккуратно перепрофилировали на международные отношения, увидя мой там бэкграунд, резюме и так далее. И они написали мне: слушайте, вы, конечно, подавали-то туда, но давайте мы возьмем вас вот сюда. Вот. И это было тоже такой росчерк судьбы, потому что это абсолютно правильное место было для меня, да. И, на самом деле, конечно, этот университет очень много мне дал. Этот университет был практически ориентирован. То есть он был ориентирован на то, что вы получаете какие-то знания и сразу несете их куда-то имплементировать, да, потому что, например, во многих магистерских программах ты пишешь диссертацию. Я вообще не человек диссертации. Моя мама была человек диссертации. Ее диссертация до сих пор всем диссертация, а я не человек диссертации. И я с ужасом думала о том, что мне придется ее писать зачем-то, о чем-то вот там расписывать на 120 страниц. А мой восхитительный вуз сказал: не надо писать никаких диссертаций, мы просто поиграем в дипломатов. Вы же международным отношениям учитесь. Зачем вам эти работы? Давайте мы просто поиграем в дипломатов. И мы реально играли в дипломатов. У нас была, какая-то, как сказать, mock UN, да, Model UN. Вот играют люди в модели ООН, да, и там изображают дипломат. Вот у нас было примерно то же, и это считалось экзаменом. И я такая: прекрасно, это же восхитительно. Собственно говоря, именно потому, что наш вуз был ужасно практически ориентирован, обязательная часть программы была получить стажировку где-то в международной организации. То есть они на нас напихали очень крутых знаний, очень крутых курсов, которые, опять же, расширили сознание, да. Но обязательно ты должен пройти стажировку. Это часть твоей программы, а лучше 2. И я, собственно говоря, подала на программу в Израиле летнюю, да, которая засчитывалась как стажировка. И я туда не попала. Я ужасно расстроилась. И мне американцы говорят: в смысле, что ты расстроилась? Иди, конючь. Конючь, иди. Я такая: в смысле, иди, конючь? Они такие: нет, это не ответ. А в это время моя умная подруга говорит: слушай, пока ты там конючишь, давай-ка ты, куда-нибудь подашься все-таки. И я, опять же, левой пяткой, реально, в ночи в какой-то, под самый дедлайн подалась на... Он тогда набирали прям скопом всем. То есть ты подаешься в общем пуле интернов. Сейчас они разделили это по департаменту, а раньше-то, я хочу работать в ООН, 500 тысяч заявок. Реально. В мой год, опять же, было 500 000 заявок общих на то, чтобы работать в ООН. Да, вот. И, собственно говоря, долбала, эту израильскую тему, конючила, я наконючила себе Израиль. Но дальше начались проблемы с фулбрайтовским грантом, потому что они говорят: подождите-ка, мы вам платим деньги, чтобы вы были в Штатах. А зачем вы поедете в Израиль? Я говорю: это часть программы. Они говорят: не, подождите. И я начала бодаться еще с ними. И пока я бодалась с ними, ко мне пришло приглашение в ООН, которое сняло вообще все вопросы. Абсолютно. То есть мне лично написала глава департамента по миротворческих операций: Елена, мы хотим вас видеть у себя в офисе, да. Собственно говоря, я ходила, иногда на заседания Совбеза. Вот пасхалочку пришла, да. Значит, я ходила на заседания, никогда не думала, что я вообще буду этим заниматься, правда. То есть, что это то, что показывают в кино, оно будет частью моей жизни, да. И я ходила на заседания Совбеза, слушала, да, что говорят. Люди спорят за предложения в резолюциях, которые короткие. То есть, 3 часа может идти обсуждение из-за 2 фраз, которые нужно воткнуть резолюцию, и все страны между собой должны договориться какие-то 2 фразы, и никто не согласен. И то есть это огромная часть того, что там в ООН происходит. С одной стороны, работать в ООН было ужасно интересно. То есть ты прям напрямую соприкасаешься с этими global affairs, да, с этой мировой повесткой. А с другой стороны, я испытывала отвращение, потому что, я делала очень много исследований разных, да, и у меня были данные, с которыми я работала. И ты, допустим, составляешь, это была часть моей работы, ты составляешь, допустим, драфт резолюции или драфт отчета для Генсека. Реально, я это делала. И ты пишешь, X сделал Y, да, я не буду называть страны, X сделал Y, столько-то ракет выпустил, столько самолетов, И потом посол страны X звонит тому начальнику и говорит: вы это написали, это уберите.
Потому что иначе ООН не досчитается в своем бюджете наших денег в следующем году. Вот так это все происходило. То есть ты, с одной стороны, такой пишешь, там, люди умерли, там, давайте, там, типа... Ну, то есть я-то как бы очень идеалистично смотрела на вещи, да, а тут как бы вот политика, она такая мировая, вот она происходит вот по звонку, да, ну, типа, вот так, значит, ну, вот так. А вторая стажировка у меня была в Вашингтоне, в Всемирном фонде защиты дикой природы. И там я тоже занималась исследованиями, и у меня было, ну, то есть я думала, что я буду защищать животных. Ну, какое представление еще может быть о фонде защиты дикой природы? Но в целом, как бы, те кампании, которые они проводили в России, они, как бы, ну, вот это публичная часть, да, они там защитим амурских тигров, там, и так далее. Чем занималась я? Я анализировала национальные стратегии безопасности президентов США, текущих и прошлых, чтобы выцепить там какие-то важные вещи, касающиеся охоты, ну, там, на разные виды. И как бы я была очень, ну, как бы озадачена этим вопросом. А потом мне сказали, как вообще организация была создана. Она была создана вообще охотниками-республиканцами, вот, и как бы, которые изначально защищали свою какую-то повестку. И то есть защита амурских тигров, это как бы очень мало имело... Там была как бы очень тонкая как бы история, да, то есть типа они пытались какие-то свои права за счет этого прокачать, да, вот. И действительно там какая-то тонкая связь между оружием, охотой, квотами и так далее. И они создали вот такую вот организацию, да. И, ну, естественно, то, чем я занималась, я как раз занималась тем, чтобы понять, изменится ли повестка в отношении этой организации, если придет новый президент американский к власти, да, и что можно поменять, к чему можно апеллировать и так далее. То есть я занималась полуюридической историей. Нельзя было оставаться после этой программы в Штатах, потому что программа предполагала, что ты вернешься в Россию и будешь там не менее 2 лет. То есть это условие программы. Нельзя, кроме как работы ООН. И я подавала очень много я подавала заявок на работу в ООН, в международных организациях. Мне ничего не срабатывало. Я поняла, что, ну, как бы, да, вот, значит так. Значит, мне нужно вернуться. Я не понимала, зачем, но зачем-то мне нужно вернуться, и что-то я должна там сделать в России, да. Не было понимания абсолютно, что я могу сделать, абсолютно. Но я знала одну вещь, меня очень зацепила тема женщин и гендерного насилия, например, именно когда я была в Штатах, потому что я посмотрела, ну, я там в этих отчетах ковырялась, да, там я смотрела фильмы, которые показывали там, да, про насилие над женщиной в Конго, например. То есть я вообще в эту тему сильно погрузилась и поняла, что это тема, которая, ну, там, мне близка и куда я хотела бы вот с точки зрения своего предназначения копать в каком-то виде. Я приехала в Россию тогда и подумала, что, возможно, я что-то могу вот так сделать. Да? Я пошла работать на посольство, потому что это была работа по специальности. Я работала в Москве на посольство Австралии. Собственно говоря, я работала там с 2014 по 2016 год, то есть в те годы, когда много интересного происходило в России, моей задачей было анализировать ситуацию в России, в Молдове, нет, не в Украине. Украина по касательной меня касалась, особенно после крымской аннексии, потому что, собственно говоря, я разбирала крымскую аннексию и давала, как раз вот хотела девочка быть юристом, вот, пожалуйста, разбирай юридический кейс. Вот я разбирала кейс как юрист и давала комментарии для, ну, как бы, собственно говоря, посла Австралии, соответственно, австралийского правительства на тему произошедшего. Да. А потом еще как бы малазийский Боинг случился, да, что конкретно задел австралийцев, потому что там были австралийские граждане, и я еще больше, значит, начала разбираться в международных отношениях, там, в каких-то хитросплетениях. Но суть была в другом. Суть была в том, что это была тоже очень тяжелая работа, потому что я человек высокочувствительный, наверное, да, и я очень часто считываю какие-то вещи до того, как они произошли, или считываю вещи из тонкого контекста. Иногда я даже не могу сама себе объяснить, да, но и даже и никому не могу, ни себе, ни другим, да, но я знаю, что вот что-то будет.
Да? И когда я занималась аналитикой, касающейся России, я занималась экономическими вопросами, да, занималась правами человека, когда я смотрела все то, что происходит в контексте вот даже этих двух разрезов и даже в соседних странах, вот если провести аналогию с Гарри Поттером, да, фильмом, я не читала книгу, но в книге, наверное, есть, орущие газеты. Вот на меня каждое утро орали газеты о том, что происходит трэш, о том, что все это катится, поезд в огне, и уже давно, и он катится, и катится, и катится. И весь ужас ситуации был в том, что непонятно, что с этим делать, и я с этим делать ничего не могу. Вот что самое такое, да, я никак на это не могу повлиять. Параллельно с этим был проект, в котором я могла что-то поменять, за который я несла ответственность, и от которого я видела конкретный, измеримый результат. И вот это был классный контраст. Первично это был проект женского баскетбола. То есть, казалось бы, что это какая-то супер тривиальная штука, но я стала замечать, что баскетбол — это не просто баскетбол в очередной раз. Что женщины, которым дают возможность заниматься тем, что они хотят, не балетом, не керамикой, не бегать в плюшевом костюме, а вот они хотят баскетбол, да, и вот у них есть этот баскетбол, вот есть для них пространство и место, и время, где они могут делать то, что они хотят. Это открывает кучу таких важных дверей. У этих женщин меняется судьба, да, у этих женщин меняется мироощущение, и я вижу это, потому что комьюнити на тот момент было не очень большое. И я из этого комьюнити, да, вырастила чемпионат. Я его вырастила, как я люблю говорить, под столом, потому что я работала, да, вот на своих там супер-фэнси работах, а параллельно я делала вот этот вот проект снизу вверх, кропотливо, каждый божий день, без выходных, без всего, но потому что я могла что-то поменять. Я видела эту отдачу, да, и это было как бы вот как раз про женщин, про empowerment и про то, что мне было важно и нужно. Мне кажется, что мир катится очень давно. Он не прекращает катиться с самого начала. Вообще тоже, когда читаешь мировую литературу, ты прикасаешься к человеческому опыту. Тебе кажется, что ты один. Тебе кажется, что то, что ты переживаешь, случилось единожды в истории. Никто никогда тебя не поймет. Это, кстати, и с плохим, и с хорошим, потому что я думаю, что каждый человек, который, например, впервые испытывает любовь, думает, что только он это чувствовал на земле, а потом открывает Бунина, и оказывается, что нет, не я один. А мир не всегда хорошее место, но когда ты прикасаешься к другому человеку, к его жизни, к его мыслям, к его любви, это дает смысл. Это правда имеет смысл. Мы читаем очень часто для того, чтобы показаться умным, для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы произвести впечатление, провести, может быть, даже хорошо время. Но на самом деле, когда мы читаем, происходит магия, потому что мы делаем выбор в сторону мысли, мы делаем выбор в сторону чувствования, в сторону попытки понять другого человека, который, может быть, думает абсолютно иначе. И вот это, пусть даже очень слабая, пусть очень такая вот маленькая попытка понять другого, это то, что, мне кажется, не дает миру окончательно скатиться туда, куда он катится. История того, как я переехала после всех орущих газет и телевизора в Германию, это действительно очередная история того, как я вскочила в очередной негорящий поезд, но последний. Дело в том, что действительно я пыталась уехать очень давно, и у меня была практика, что я подаюсь на какую-то международную вакансию там, каждый год. Но еще тоже правда была в том, что как бы, у меня болела мама, у мамы была онкология, рецидив, и, честно говоря, эти все попытки я как бы предпринимала, но я не очень понимала, как это будет работать на практике. Но
моя история — это всегда действительно история каких-то квестов, где ты добываешь информацию в предыдущей локации, в ларце, в утке, в яйце и все остальное. То есть действительно у меня так получается, что все слепливается в какую-то картину поступательно. И, в общем, история про то, как я попала в Германию, она тоже вот из ларчика, из этого. Когда я была в Штатах, я бегала по этажам, значит, своего университета, и я всегда обращала внимание на то, что висит на стенах. На стенах висели доски объявлений, и на них часто было что-то интересненькое. И я вот, значит, в рамках чего-то интересненького подцепила в 2011 году информацию про стипендию канцлера Германии, которая набирала на тот момент американцы, потому что Америка входит, США входит в пул стран, для которых эта программа. И я такая, интересненько, типа положим в бэклог себе задачку. И там была история в том, что нужно иметь проект и гостевую организацию в Германии, чтобы, представить этот проект и чтобы работать 1,5 года в Германии над этим проектом. И напомню, да, это 2011 год, у меня было какое-то смутное только ощущение, что я хочу что-то делать в сфере empowerment женщин, но я вообще не представляла, что это может быть, абсолютно. И к, собственно говоря, 2018 году понимание уже сложилось. То есть я понимала, как я могу создать этот импакт, да, как я могу вот на своем маленьком крошечном уровне, да, из ничего создавать что-то. Да. И это, в частности, был женский спорт, да, и женский баскетбол, если быть совсем точными. И на тот момент я уже организовала так называемые женские игры пробные в Риге. Это называлось Women's Summer Games. Естественно, не было никакого масштаба и так далее. Я просто провела какой-то ивент, в который люди поверили на очень локальном каком-то уровне. И это был 2017 год. И к 2018 я отрыла из бэклога эту задачку. И такая, почему бы не податься? Тем более, что это последний год, когда я могу податься. Там тоже было ограничение между тем, сколько тебе лет, когда ты закончил первый университет. Вот. И я такая думаю, вот же проект у меня. Вот этот проект я могу написать. Проект женских летних игр. Вот я их проводила. Вот я хочу, чтобы существовала женская олимпиада, например, да, для женщин-любительниц, потому что это масштабное мероприятие, которое женщин может объединить, эмпауэрить, там могут быть воркшопы, там, фильм-скрининг, и там, конференции и так далее. Вот он проект, да, где мы возьмем гостевую организацию. Тут я опять покопалась в памяти и вспомнила, что в 2015 году я возила женщин из России на Дюссельдорф в Дюссельдорф, то есть это организаторы, он считается ЛГБТ плюс турнир, я поднимаю эту связь с этими ребятами. И оказывается, что они будут принимать у себя евроигры. А евроигры — это ЛГБТ-олимпиада, короче говоря. Да? То есть это олимпиада для сообщества. То есть, вот я женскую хотела делать олимпиаду, а они делают ЛГБТ. Я такая, прекрасно, мы сработаемся. Не хотите ли вы стать моей гостевой организацией? А они сказали, конечно. И так сложилась идея проекта. И на тот момент я просто написала этот проект вот прям на одном духу. Просто села, написала очень быстро, сделала все документы, загрузила и опять, отправила в никуда, потому что процесс очень длинный. И я это сделала, условно, в октябре, а в ноябре не стало моей мамы. Вот. И мне, правда, уже было ни до чего, и я, опять же, тоже ничего не ждала, ничего не хотела, я занималась своим ментальным здоровьем исключительно, и когда мне пришел в феврале ответ, что мы вас отобрали, приезжайте на собеседование, я была тоже в таком состоянии, что я такая, хорошо, поедем. Но внутри, кстати, я понимала, что, скорее всего, я поеду. И, скорее всего, я пройду этот отбор, и, скорее всего, я уеду в Германию, потому что, грустно говорить об этом, но меня уже в России совсем ничего не держало, да, и вопросы, к сожалению, да, отпали сами собой. И 5 августа 2019 года, после отбора, где я познакомилась с совершенно прекрасными людьми, вообще восхитительные. То есть это 50 человек, которые вместе со мной, 49, да, которые вместе со мной отправились в Германию делать свои проекты из 5 стран. Собственно говоря, так как это был 19-й год, реализация моего проекта, которая должна была быть, пришлась на ковид. И, соответственно, мне пришлось поменять полностью концепцию проекта, с которым я ехала. То есть я поняла, что в ковид ты не можешь сделать никаких мероприятий. Какие мероприятия? И евроигры отменили. То есть моя гостевая организация, которой я должна была учиться. А чему учиться? Какой вещи я должна была учиться? И я еще это поняла в марте. То есть в марте мне стало ясно, что все откладывается, ребята. Надо что-то новое. И я вернулась к идее, которая у меня была достаточно давно в Москве.
о том, что людям в целом важно находить, и женщинам очень важно находить вот эти возможности для занятий спортом. И разворот в диджитал, который произошел во время ковида, это очень удобное время для того, чтобы эту идею как бы воплотить. У меня семья инженеров с обеих сторон, то есть что папина родня, что мамина родня, они инженеры. То есть люди, которые что-то собирают, что-то чертят, что-то делают из ничего. И опять же, мне кажется, это очень тоже системообразующая штука, потому что я всегда восхищалась, например, дедушкой с маминой стороны. Во-первых, потому что он был ужасно добрый человек, то есть он как-то хотел всем дарить любовь. Это было очень важно. И он придумал какие-то совершенно нестандартные штуки. Но дедушка на самом деле у меня изобрел водные велосипеды, на которых сейчас все дружно катаются в парках развлечений, да. Но когда я его спросила: дедуля, а где патент? Он такой: да я отдал все Советскому Союзу, ну все вот это. И это тоже такая важная штука, то есть он сделал что-то очень важное, очень крутое для общественного блага. Более того, он был стартапер в квадратуре, потому что ему дал ресурсы завод и сказал: что там хочешь сделать, какой-то водный велосипед, ну сделай. И он сделал, и завод произвел там, не знаю, 200 штук этих велосипедов. Потом завод ему сказал: вот произвел, вот сам реализуй. И дедушка мой, взял, там, не знаю, желтые страницы или что там было, он взял адреса всех санаториев и сделал B2B sales, То есть он позвонился во все санатории, где были озера там или какая-то рекреационная зона, и он продал все эти велосипеды во все. Он сказал: ну вот я сделал, пожалуйста. Вот. Но опять же, потому что это был Советский Союз, там по-другому относились к своим достижениям, к своим там каким-то важным вещам, да, он никогда этим как-то не кичился, да, то есть, говорю, он даже на патент не подал. И для него было важно, например, дописать историю завода. И его не стало, когда он историю завода дописал. Visible Sports — это платформа, которая объединяет тех, кто хочет заниматься спортом и спортивной активностью, с теми, кто его организует. То есть... Это marketplace. Это marketplace, да, это marketplace для тех, кто хочет быть физической активности, кто хочет соединяться со спортивным комьюнити или кто хочет находить больше участников в своей спортивной комьюнити. Вот для меня, конечно, важнее всего там женщины, ЛГБТ, люди с инвалидностью, люди золотого возраста, да, то есть те, которые традиционно в спорте не представлены. То есть если мы говорим спорт, мы представляем там здоровых цисгендерных белых мужчин, да. И вот мне хочется, во-первых, этот статус-кво поменять, а во-вторых, сделать так, чтобы люди могли в любой точке мира, времени и там, не знаю, своей жизни попасть в то комьюнити, которое дает им силу, да, которое, вот, как я говорю, объединяет вокруг круглого мяча. Неважно какого, круглого, квадратного, параллелепипедного, да, не суть. Ты всегда можешь найти человека, с которым тебе классно. Мы очень часто говорим, что Visible Sports — это booking.com для спорта. То есть именно таким проектом мы хотим являться. Я знаю, что это звучит супер амбициозно, но ни на что меньше я не согласна. Несмотря на то, что я нахожусь в городе, в котором я большая рыбочка в маленьком пруду, ни на что меньше я не согласна. Я верю, что этот проект сработает в том или ином виде, и что людям нужен этот доступ. Да? Вокруг столько разных каких-то калечащих возможностей. Хочется дать возможность, которая действительно несет, ну, как мне кажется, да, какое-то зерно здорового, классного, важного и объединяющего. Я Гонсало из Испании, точнее из Мадрида. Я здесь закончил свою докторскую программу в прошлом году и сейчас занимаюсь исследованиями в Коимбре в рамках постдоковского контракта. Так что ты чувствуешь и думаешь по поводу Алёниного стартапа? Я действительно считаю, что это довольно интересно. То, как она это делает, это очень здорово. Я даже разговаривал с ней про это, когда мы собираемся в Фигейре и играем в баскетбол, футбол и другие виды спорта. И мы говорили про то, как через спорт иногда легче поддерживать женщин.
Часто бывает, когда мы играем, например, на пляже с другими людьми, я обращаю внимание, что девушки изначально не хотят играть, потому что они думают: ладно, это игра для парней. Но после небольшого разговора с ними, я не знаю, 3, 4, 5 минут они соглашаются и присоединяются, и им нравится играть так же, как и парням. И многие из них так же хороши, как и парни. Это просто вопрос. Давайте начнем и давайте играть. Просто предложив присоединиться, мы рушим какие-то барьеры. И для парней, между прочим, тоже. Происходит осознание того, насколько и для них важно, чтобы девушки играли в спортивные командные игры. Я думаю, это также отчасти вопрос социальной конструкции и того, как мы строим наше общество. Я Игорь, я из станицы Краснодарского края. Чатики Телеграма, они объединяют всех, и иммигрантов в том числе. Я думаю, на одной волне люди, которые так или иначе связаны со спортом, они всегда где-то найдутся. И уж тем более в таких условиях, когда мы на необитаемом острове единственные говорим на русском языке. И мы вот с Аленой познакомились в Назаре во время Big Wave сессии. И да, вот с того момента мы знакомы. В моей области, в моем ореоле не так много людей, достаточно много людей, кто играет в баскетбол, но совсем немного, я имею в виду из русскоязычного комьюнити, кто пойдет со мной там на лайнап серфить. И я бы, конечно, использовал это как один из инструментов, чтобы найти тех самых друзей на лайнапе. То есть фактически это приложение может стать еще таким спортивным тиндером, не знаю, да, чтобы да. найти себе или партнера, или... Да. Сейчас мы используем телеграм-группы, то есть это прям написать в группу, кто занимается серфингом, там, присоединяйтесь, пишите и так далее. А если будет возможность зайти в приложение, в котором ты уже видишь людей, кто занимается тем, чем занимаешься ты, это будет потрясно. Меня зовут Настя, мне уже 30. Я приехала из России, Сочи, Москва. Вот. Я считаю, что у этого приложения может быть тот же путь, что и, например, у приложений для переездов и смены жилья. Сейчас объясню, что я имею в виду. С одной стороны, это один функционал, когда ты просто ищешь секцию, то есть я просто спортсмен, и мне просто нужна секция. А со второй стороны, это нетворкинг. Если там возможно налаживать контакты, если прямо через приложение возможно общаться, переписываться, искать друзей прям вот по своему интересу, то я считаю, что это очень классная такая точка притяжения, вокруг которой можно объединяться. Потому что вот в нашем сообществе русскоязычном здесь в Фигере я вижу, что спорт — это прям огромная точка притяжения, что люди готовы и хотят заниматься спортом, особенно смотря на местных старичков, когда здесь чуваки в 70 бегают по набережной, и мы такие: о, мы тоже хотим, класс. И притом вне возраста. То есть у меня есть привычка, что я иду в секцию и представляю, что вот там будут, вот, например, на баскетболе вот такие пацаны. А здесь, в Фигере, мы в сообществе, например, занимаемся пилатесом, и там у нас женщины 45+, и они чувствуют себя комфортно, они хотят заниматься, они хотят общаться с другими русскими. Я считаю, что это очень классная тема. А насколько вообще большое комьюнити здесь русскоязычное в Фигере? Точной оценки у меня нет, но у нас есть чат на 250 человек, и это как бы не все русскоязычные, кто находится в Фигере. Но опять-таки это русскоязычные, это люди из Украины, из Белоруссии, и Фигера потрясающая тем, что мы не ставим границ. То есть вот я из России, я вижу человека из Украины, и он не будет меня шеймить, мы просто знаем, что вот мы есть в этом чате, и мы уже заранее договорились, что мы одной точки зрения, что у нас все хорошо между нами, что мы в другом месте, что нам не нужно воевать здесь. И это очень важно для меня. Нельзя. Мы со стартапом и с Катей переехали в Португалию в октябре 2022 года. Что этому предшествовало? Предшествовало этому то, что в Германии я не могла больше оставаться, потому что в Германии нету такой субстанции, как стартап-виза. В Германии есть все, что предполагает наличие у тебя контракта, большой компании за тобой или каких-то таких вещей. Да? То есть если ты стартапер, скорее всего, Германия — это не очень страна для тебя.
потому что там просто нету такой формы иммиграции даже, да. Я отправила заявку на стартап-визу 9 мая 2022 года. Португальская виза, стартап-виза, это возможность для предпринимателей переехать в Португалию, если у тебя есть идея стартапа или MVP, то есть на очень ранних стадиях. Собственно говоря, очень подходило под то, что мы есть. Но существует один значительный минус. Португальская стартап-виза, это, стартап-программа, это очень долго. Обычно это 6-9 месяцев. Ожидание только одобрения. То есть там процедура такая. Сначала ты делаешь заявку, потом тебя сначала выбирает один инкубатор, говорит, ну ладно, эти нам типа нравятся, там на платформе поставим им лайк. Потом ты перенаправляешь свою заявку в Министерство по инновациям, и вот это вот длинное ожидание начинается, потому что они мурыжат твой проект 6-9 месяцев и говорят тебе окей или не окей. После чего ты заключаешь договор с нужным тебе инкубатором и становишься легитимным человеком, который может приехать в Португалию и претендовать на ВНЖ. Инкубатор — это бизнес-структура, с которой я работаю, которая должна помогать мне в Португалии развиваться, и с которой у меня официальный договор, который является основанием для стартап-визы. Он находится в Коимбре. Это один из крупнейших инкубаторов в Португалии, которые инкубируют в основном единорогов, то есть компании единороги португальские. На самом деле на маленькой Португалии уже есть 8 единорогов. А какие единороги выросли вот в твоем инкубаторе? Там выросли в основном финтех или спейстек единороги. То есть это как бы компании, которые предоставляют в основном B2B услуги. Но когда мы разговаривали у нас было собеседование с руководителями этого инкубатора, на тот момент мы уже, честно говоря, немножечко наелись русофобии, потому что мы разговаривали с энным количеством инкубаторов здесь, и как только они слышали про русский паспорт в июле 2022 года, они сразу же сливались и говорили, ой-ой-ой, там у нас нет мест, это будет проблема, или еще какие-то вещи. И я уже на тот момент, когда разговаривала с своим инкубатором, я была в точке, когда мне все равно. То есть как бы еще один инкубатор еще раз скажет мне про мой паспорт, или еще, в общем, какая-то еще такая будет беседа малозначащая, да, и в этой беседе все пошло не так. У меня там вырубился компьютер, я там что-то как-то черти как показала эту презентацию, да, и под конец я просто уже такая говорю, слушайте, у меня русский паспорт, у вас будет проблема с этим? То есть, типа, have you got a problem with this? И они такие говорят, а мы португальцы, у тебя есть с этим проблема? Я говорю, ребят, где подписывать договор? То есть этот подход, он меня очень, зацепил, потому что люди мне сказали, в смысле, у тебя классный стартап, нам нравится идея, мы растим единорогов, давай расти вместе, да, мы поможем тебе, и мы дадим тебе связи, и мы будем рады, если твой проект приземлится именно у нас. И ровно через месяц нам приходит одобрение. То есть это вообще какие-то небывалые сроки для стартапа. То есть мы офигели, разобрали одни тюки, стали собираться. Мы поняли, что надо окей, мы переиначиваем план. И у нас был какой-то план, что мы осенью переезжаем в Португалию. И вот он начал реализовываться, да. Мы переехали в Португалию как в страну, которую мы уже вместе выбрали, в которой мы хотели жить. И это отличается по многим для меня по многим вещам. Потому что, во-первых, я просто не хотела в Германию. У меня нет никакой предрассудков относительно Германии. Я знаю людей, которые, например, не хотят из-за прошлого, из-за истории, которая была. История очень разная. И, я думаю, мир станет очень крошечным местом, если помнить вообще всю историю. Нет, у меня не было никаких предрассудков. Просто я никогда не любила Германию. Я действительно хотела переехать в Италию, в Испанию. Мне это намного более было понятно. И по языку, и по климату. Мне очень тяжело давался немецкий, мне очень тяжело давалась бюрократия. Все те вещи, которые в любой эмиграции очень сложны, а если тебе еще и страна
не нравится, если страна не была твоим выбором, то это вообще становится чем-то невероятно сложным, и у тебя такое огромное сопротивление. В отличие от Германии, мне в Португалии хотелось бы интегрироваться. И в Германии это, во-первых, невероятно сложно сделать. Немцы очень закрытые люди. Это, опять же, такая вот особенность страны. Не хорошо, не плохо, просто это так. И очень часто, очень многие говорят то, что в Германии нужно обязательно иметь местного партнера, чтобы вписаться в это общество, потому что иначе оно просто так тебя не принимает. И плюс ко всему я лично оказалась в Дюссельдорфе в карантин. И мне все время казалось, что, несмотря на то, что я прожила в Германии 2 года, я в ней как бы не жила, потому что большая часть прошла в карантине, в этих ограничениях. Университет был онлайн. Немецких друзей и знакомых у нас практически не было. Мы с ними практически никак не пересекались. И это была такая вот... иммиграция или вообще это была? Это что-то было очень вообще странное для меня. И у меня сразу случился вот этот самый матч. Я вышла в Лиссабоне и поняла, что мне здесь очень нравится. Мне очень нравится, какой здесь декабрь. Мне очень нравится океан. Мне очень нравится еда. Мне все нравится. Мне очень нравится язык, который мне намного легче понимать после итальянского. Хотя для португальцев это очень странная история. Когда я говорю, что я немножечко понимаю португальский, потому что я говорю по-итальянски, для них это звучит... я знаю японский, поэтому португальский мне понятен. Они не видят эту связь почему-то в большинстве своем. Но она есть, она мне очень помогает. И если в Германии я как-то так и думала, что вот я буду в такой серой зоне. Я не очень понимаю, как выучить этот язык, я не понимаю, как интегрироваться. И здесь я хотела бы стать частью этого общества, как это назвать. Я хотела бы интегрироваться. Мне хочется выстраивать здесь маленькие связи. Но у меня наконец-то начал отваливаться славянский хмур. Вот это вот лицо, как будто ты хочешь кого-то убить, когда ты идешь по улице. Вот в Португалии оно, наконец-то, у меня начало уходить. Я иду и улыбаюсь по улице. Мне хочется знакомиться с прекрасными, милейшими продавцами, продавщицами на рынке, которые у нас около дома. Там такие колоритные люди. Там какая-то такая пожилая женщина, у которой я всем покупаю рыбу, которая, если я наблюдаю, как она эту рыбу разделывает, она это делает так, абсолютно понятно, что она этим занимается всю свою жизнь. Потому что она даже не смотрит. У нее движение, вот как у хирурга, она абсолютно 100% точно знает, где она, что она делает, вообще как это происходит, это завораживающе выглядит. И мне так хочется поговорить. Мне так хочется поделиться. И эти связи выстраиваются. У нас есть знакомый бариста, у нас есть знакомый дядечка, который водит машину на пляже. И мне хочется, чтобы это укреплялось. Я хочу выучить язык. Сейчас мы на стадии, когда мы активно привлекаем инвестиции, потому что marketplace — это такая сущность, которая, к сожалению, требует достаточных вливаний в маркетинг, достаточных вливаний в развитие ее, потому что нам нужно привлекать тех, кто предлагает спорт. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы до этих людей дотянуться, нужен бюджет. И, условно говоря, мы уже прожгли все свои кармашки, и мне хочется продолжать это дело, но я понимаю, что сейчас действительно тот период, когда мне нужно поднимать инвестиции, нанимать команду полноценно. И для того, чтобы это сделать, мне нужно закрыть инвестициями фонд оплаты труда в том числе. А на какие деньги ты сейчас вообще живешь? Я сейчас живу на остатки былой роскоши своей, то есть у меня там была квартира родителей, которую я продала, плюс я скопила со стипендии деньги, и в частности я иногда консультирую по стартап-визе в Португалию. То есть это составляет основу моего зарплатного фонда. Но сейчас мы выиграли еще грант Adidas, который очень престижный. Немного денег, но очень престижный грант, и это тоже поможет нам продержаться энное время на плаву. Но в целом, конечно, инвестиции — это большая тема, и я понимаю, что это еще один квест, который мне предлагается пройти, и, в общем, я его прохожу. У нас даже в Notion доске прям так и написано «Everything, everywhere and all at once». Это точно абсолютно про нас. Но, это тяжело, но это часть жизни, это часть той жизни, в которой я живу.
которое я сознательно выбираю, и я не могу этого не делать. Это тот кейс, когда я не могу этого не делать. То есть я не могу, я каждый божий день я себя спрашиваю: Алена, ну, может, ты хочешь как бы пойти на работочку? Ну, то есть, может, ты хочешь стабильности финансовой, да, ты пойдешь на работу, ты как бы женщина с резюме, да, ты можешь это делать. И я понимаю, что я не могу не делать то, что я делаю. То есть я не могу не довести ту идею, которая у меня есть сейчас, до какой-то точки. Какая эта точка будет, я, конечно же, не знаю, но мне действительно хочется, чтобы это был как booking.com для спорта, потому что я вижу, что на рынке существуют сейчас точечные решения, но не существует такого большого решения, и мне очень хочется его сделать. И мне хочется, чтобы занятия спортом были так же просты, как, я не знаю, мы сейчас покупаем, не знаю, билет на самолет или бронируем отель, да, чтобы не было этих сложностей. Я всегда хотела заниматься книгой. Вообще я мечтала преподавать литературу в МГУ. Такой у меня был светлый образ в голове. Все свое детство я всегда читала, я всегда разговаривала о книгах, в доме всегда были книги. И, в общем, я, наверное, даже во многом реальность воспринимала через книги. Я потом буду проходить 4 года терапии в своей жизни и обнаружу, что вся моя терапия будет вот через книги, которые я читаю. И, к сожалению, я очень долгое время думала, что эта мечта несостоятельна. Что книги я люблю, читать я люблю, но как это может быть делом? Большим делом. И в 2021 году я оказалась летом немножко без работы, потому что все ученики ушли на каникулы, взяли перерывы, и как-то все это сложилось. И возникло вот это место и пространство, и я начала снимать ТикТок про книги. И первый ролик, который меня набрал большое количество просмотров, залетел, когда-то проснулся знаменитостью, вот это вот самое, он был о Сократе. Я рассказывала о Сократе. И я постепенно наращивала вот эту уверенность в том, что людям интересно слушать о книгах. И дальше идет вообще абсолютно наглая наглость, потому что я веду прямые эфиры про книги, я начинаю вести Инстаграм, и я решаю провести встречу-клуб. То есть вот просто на первую встречу пришли только знакомые мне люди, более-менее знакомые. И клуб был посвящен рассказам Брэдбери, о чтении, о понимании книг, о понимании литературы. Мне очень хотелось создать такое пространство, пусть оно будет виртуально, может быть, так и лучше, потому что оно не зависит от того, где мы. Пространство, где люди смогут говорить о книгах и говорить о важном. Потому что если мы читаем медленно, если мы читаем глубоко, если мы читаем по-настоящему, мы читаем про себя. Каждая книга про нас, каждый рассказ про нас. Если мы сможем с этим текстом поговорить, если мы сможем найти с ним общий язык такой. Не надо, для этого нужен проводник, и для этого есть я. Мне хотелось задавать такие темы, чтобы люди соприкасались с тем, что они на самом деле думают. Мы очень часто имеем мнение, которое не является нашим. Чтобы докопаться до того, что мы думаем на самом деле, нужно спорить и разговаривать. Спор, разговор — это путь к себе. И получилось, что в клубе несколько диалогов происходит одновременно. Во-первых, мы, как один из форматов, мы читаем 2 рассказа. 2 рассказа 2 разных писателей, разных эпох, разных стран. То есть это может быть Брэдбери и Туве Янсен. Это может быть Гоголь и Акутагава. Например, у нас есть такая пара. И эти рассказы разговаривают друг с другом, потому что у них есть точки пересечения. Они говорят об одном и том же с разных сторон, или говорят почти об одном и том же, но поскольку это разная страна, разная эпоха, это какой-то совершенно другой взгляд. Есть диалог этих текстов, и есть диалог с этим текстом каждого из того, кто его прочел и пришел на встречу, и есть диалог тех, кто пришел на встречу его обсуждать. То есть 3 слоя, которые там случаются. И это чудесно. Я после каждой встречи клуба лежала и плакала, потому что я была в шоке от того, какие люди прекрасные. Я не делала никакие специальные фильтры. То есть потом в какой-то момент начали приходить люди уже из ТикТока. Они приходили в Инстаграм,
Они видели, что есть клуб, они туда приходили, очень многие. Вот 2 года существует клуб, они 2 года в клуб ходят. Это самые разные люди. Все живут в разных странах. Клуб на русском языке, но при этом там есть люди, которые уехали очень давно, в детстве, например, даже, и пришли в клуб, потому что они хотят качественно общаться на русском и не хотят терять язык, который у них есть. Есть люди, которые уехали недавно из-за войны, и не из-за войны. Я, например, приехала до войны. Есть люди, которые живут в СНГ, есть люди, которые живут в Украине, есть люди, которые живут в России, причем не только в больших городах. Просто когда я, например, всерьез начала изучать литературу 20 века, я поразилась тому, что случилось с людьми. Что случилось с людьми сразу перед революцией, сразу после революции. Есть такой совершенно прекрасный текст, это повесть Лидии Чуковской. Небольшая совсем повесть, называется «Софья Петровна» о 1937 году. Это история о такой же пожилой женщине, которая помнит до революции, как выглядела страна, которая получила такое классическое воспитание, которая знает иностранные языки и понимает тонко литературу, и она родила в этом мире сына, новом мире. Она попыталась в него встроиться, потому что другого выхода нету. Она не уехала по каким-то причинам, нам не рассказывают об этом много. И повесть закручивается о том, как начинаются репрессии, и она пытается их себе объяснить. То есть, наверное, если этого человека забрали, то действительно что-то такое случилось. Не могли же забрать невиновного. У нее есть очень четкое понимание, что в мире есть справедливость. И в этом мире она живет, пока не забирают ее сына. И большая часть текста – это ее попытка осознать, что это государство пришло в ее семью. Оно пришло в ее жизнь, и ей с этим нужно что-то делать. И она узнает, что значит стоять в очередях. Она узнает, какие женщины стоят в очередях, чтобы узнать, где их дети, их мужья, в какой они тюрьме. И с нее слой за слоем слетает представление о том, как этот мир устроен. Мне кажется, это хороший пример того, как думают люди. Мы отказываемся верить в то, что происходит плохое. Мы не хотим это запускать в свою душу. И это вопрос поколения, это вопрос воспитания, это вопрос миллиона вещей, которые я не могу объяснить, потому что я недостаточно, наверное, для этого умна. Мне просто больно. Мне просто больно, что это происходит. Потому что я не думаю, что я бы точно уехала бы из России, если бы я в ней оказалась, когда все началось. Я бы точно уехала. Но я бы вряд ли бы уехала, если бы в моей жизни не случилась Алена, если бы не случилась война. Я бы осталась. Я бы хотела преподавать литературу, я бы хотела преподавать языки, я бы хотела, чтобы люди с этими языками имели возможность потом путешествовать и видеть мир. Я не хотела бы так уезжать. Я была гомофобкой. Я практически вышла замуж за будущего православного священника, а теперь я живу в Португалии с женщиной. Ты можешь меня спросить, как я докатилась до такой жизни. А я тебе скажу, что я докатилась до счастливой жизни через депрессию, через принятие себя. Я пришла к тому, что я нахожусь там, где я хочу быть, с тем человеком, с которым я хочу быть. Почему я была гомофобкой? Я была девушкой, молодой девушкой, которая читала статьи на Правмире. Читала статьи, например, о том, как молодой мужчина уходит в монастырь, потому что он чувствует, что он гей, но он понимает, что это против того, во что он верит, поэтому он решает отказаться от вот этой стороны жизни вообще и посвятить себя вот таким образом Богу. И я читала это, думала, какой он молодец. Это единственное правильное решение в этой ситуации. То есть я молодая девушка, у которой очень мало опыта, у которой очень мало представления о том, как мир устроен, для которой вообще гомосексуальные люди — это какие-то абстрактные, где-то существующие мужчины и женщины, которых я не понимаю, с которыми я не могу поговорить.
А потом я оказываюсь в ситуации, где я целую женщину и понимаю, что это моя любовь. А как я могу объяснить тебе, дорогой гомофоб, что когда я целую мою жену, у меня внутри расцветает огромное дерево? Как ты думаешь, это можно симулировать? Как ты думаешь, это можно сделать специально? И как ты думаешь, могу ли я это кому-то спропагандировать? Единственное, что я могу спропагандировать, это быть счастливым. Потому что прекрасный греческий философ Эпиктет говорил, что если вы думаете, что заниматься философией слишком поздно или слишком рано, то вы говорите, что быть счастливыми слишком поздно или слишком рано. Когда ты начинаешь познавать себя, а философия подразумевает, что ты изучаешь себя, и ты обнаруживаешь в себе что-то, то ты или принимаешь это и живешь в счастье, либо проводишь всю жизнь в отрицании. Зачем проводить всю жизнь в отрицании, мне искренне непонятно. Вообще, мне приходится разговаривать с гомофобами периодически, и большую роль в этом сыграл камин-аут в Германии, на самом деле. Я посмотрела на эту абсолютно адекватную для меня реакцию. Я такая подумала, а что, так было можно? И вот этот пример почему-то, да, то есть, ну, как бы я взрослый человек, который с гомофобией очень плотно все время сталкивался. Почему-то именно этот кейс меня освободил еще больше. Ну, плюс, как бы то, что в Германии гомофобия наказуема по закону, да, меня очень освободило. И я, хотя я на тот момент не была в отношениях, я внутри себя себе разрешила вообще об этом говорить. И я как бы запретила себе бояться вообще на эту тему, бояться, да. И тем не менее, опять же, очень часто прилетают вопросы, ну, типа, вот я, конечно, вас с Катей, ну, я там, типа, вижу вас с Катей, но я бы своим детям, значит, та-та-та. И мне сложно, ну, как бы, я начинаю беседу, естественно, начинаю спрашивать, слушай, а что а-та-та, вот что тебя пугает, вот давай так поговорим, давай, гомофоб, поговорим с тобой вот так. А что тебя пугает, собственно говоря? Ну, вот что мои дети, значит, вот вырастут, я говорю, и вот они вырастут, и что? Ну, вот они вырастут такими, я говорю, такими, то есть приходит к тебе твой ребенок и говорит, там, мама, папа, я вот люблю, там, не знаю, Васю, Петю, Алину, там, Машу, Катю, всех, кого угодно, да? Вот я люблю человека. И что? Ну, то есть тебе ребенок приходит со своей любовью. То есть он не приходит, не выкладывает тебе подробности твоей сексуальной жизни, да? То есть он приходит к тебе с самым ценным, с любовью. И ты ему говоришь, ну-ка иди там люби вместо этого вот этого. То есть как бы в чем боязнь? Что дальше идет, на самом деле, очень интересный аргумент у гомофобов. Он стандартный. Этому ребенку будет сложно. Я говорю, сложно будет от кого? А почему, интересно, этому ребенку будет сложно? Ну, он будет сталкиваться с гомофобией. Я говорю, интересное кино. Я говорю, так, хорошо, а с гомофобией от других людей? Я говорю, то есть мы приходим к выводу, чтобы защитить от гомофобии других людей, мы сами, получается, будем гомофобами своему ребенку, так что ли? Ну, получается так. Я говорю, а где логика? Вот. И об логику очень часто рассыпается вот эта гомофобная логика, и на самом деле сила камин-аута, я ее не понимала, пока я находилась в России. То есть когда я находилась в небезопасном пространстве для себя, да, я такая, ну, что-то вот, типа, вот зачем действительно кричать об этом? Вот что вы тут, понимаете, устраиваете, да? То есть внутри меня тоже существовала вот эта вот маргинальность, что это маргинально, что это вот, зачем это кому нужно, а я теперь понимаю сама, что сила примера в этом. То есть я говорю, например, и говорю, слушай, товарищ гомофоб, вот ты смотришь на нас с Катей. Вот мы похожи на людей, которые берут, значит, несчастных ангелочков и тащат их к себе в дом, в котел, и развращают там изо всех сил. Вот похожи мы на этих людей? Ну, то есть мы как бы, мы из крови и плоти, да, мы с тобой разговариваем на классные темы. Почему то, с каким человеком я, то есть то, кого я люблю, тебя так триггерит? Ну, типа, что вот в этом такого? Ну, вот мои дети. Я говорю, ну, давай по новому кругу зайдем на детей. Я говорю, ты на меня транслируешь то, что ты не желаешь своим детям от таких же, как ты. Ну, здесь как-то поломано немножко. Часть про права. Как бы важная часть, потому что мы вот с Катей находимся в браке, мы поженились здесь, в Португалии.
И для меня безумно важно, извините, даже делить с ней квартиру официально. Не представляться сестрами, не представляться подругами, иметь возможность, ну, это избитый прием, действительно прийти к человеку в больницу и не говорить, что я там родственница с другой фамилией. Это базовые человеческие вещи, которые, ну, они не зависят от гендера, ориентации, от всего остального. Ключ ко всему — диалог. До тех пор, пока мы готовы задавать друг другу эти вопросы, и до сих пор, пока мы готовы честно на них отвечать, как и про триггеры, как и я про свою семью, мне кажется, этот диалог возможен. Когда любой из нас общается постулатами, какими угодно, или слоганами, или лозунгами, или какими-то очень такими, да, вещами обезличенными, этот диалог закрывается, потому что каждый накидал друг другу типа политической какой-то вот повестки, да, и вот и мы сидим обвешаны повестками. И на самом деле для людей, ну, там, с религиозными убеждениями или с другими взглядами, там, более консервативными, радикальными, whatever, да. У меня есть очень хороший пример Катиного папы. Ну, Катин папа, соответственно, это человек, который уже в возрасте, очень приятном, да, но очень, как бы, серьезном возрасте, да, и когда мы женились, когда Катя сделала камин-аут своему папе, папа ей сказал величайшую вещь, просто величайшую. Он сказал: я этого не понимаю, но я тебя очень люблю. И когда я разговариваю с гомофобами, да, когда вот у меня идет вот эта история про ребенка, я говорю: понимаете, вот у меня есть такой пример, да, отца, у которого дочь пришла к нему с самым драгоценным и сказала: вот слушай, папа, я принесла тебе вот это, я принесла тебе свою любовь и историю о том, кого я люблю, да, и в ответ на это ты отдаешь любовь. Ты отдаешь такую же любовь. Ты говоришь: я этого не понимаю, и ты имеешь право это не понимать, но я тебя люблю, и я тебя принимаю. И ее папа был на нашей свадьбе, и он прям был в телефоне, и он радовался за нас, и это было совершенно невероятно. То есть я как бы рыдаю каждый раз, когда это говорю. Катик рыдает за кадром, но я рыдаю каждый раз, когда я об этом говорю, потому что вот эта сила любви, и эта сила принятия, и она не картонная, она не шаблонная, она не про лозунги. Да, это настоящее, это, ну, как бы отношение. Ее папа меня не знал, да, почему-то он автоматически не стал думать, что я какая-то злая женщина, которая там, не знаю, диточку извратила, да, то есть он прежде всего любит свою дочь, и ее выбор для него важен, что бы это ни было, и, ну, мне кажется, это как бы Евгению Борисовичу отдельная любовь, да, ну, будьте как Евгений Борисович, пожалуйста. Что такое Родина? Что такое Родина? Это очень сложный вопрос. Я знаю, что ты любишь задавать эти сложные вопросы. Для меня Родина — это место, в котором тебе хорошо, в котором ты реализуешься как человек, что бы ни являлось твоими целями, как бы ты ни выбирал себя реализовывать. Это то место, которое дает тебе силы, которое просто точно так же есть, как и ты. И то место, где есть базовое ощущение безопасности, то место, которое отвечает твоему внутреннему запросу об эстетике, о эмпауэрменте том же самом, о людях, которые тебя окружают. Родина — это там, где есть любимые люди. Родина — это детство. Это то, что ты не можешь поменять, потому что ты где-то когда-то родился, ты был там счастлив, потому что ты был маленький, все было прекрасно, это была самая вкусная еда, самое синее небо и самые желтые одуванчики. А вот дом — это уже там, где ты выбрал быть. А вот родину ты никак поменять не можешь. Оторваться от корней — это что-то хорошее или что-то плохое? Я человек, который перекати поле. Для меня это вообще гимн. Ну, то есть я все время перекатываюсь. Я перекатываюсь без корней. Иногда мне становится грустно, потому что мне хотелось бы понимать какие-то корни, но потом я думаю, а что это мне даст? Ну, то есть это даст мне понимание каких-то важных и сложных вещей, которые у меня сейчас происходят в жизни, даст им больше контекста, да. Будут ли корни являться тем, что меня держит на одном месте? Тогда нет. Потому что для меня важно
Что такое перекати поле, да? Оно сеет, катится и сеет семена. Вот и я качусь и сею семена. А я, как мне кажется, просто упаковала свои корни и увезла их. Мои корни — это мои мысли. И я увезла свои книги, я увезла свои мысли и пересадила их на почву, где я могу цвести. Кто такой предатель Родины? Предатели Родины не существует. Я считаю, что их нет. Что значит предать Родину? Это термин, придуманный людьми, которые хотят манипулировать вашими чувствами. Это термин, который придуман для того, чтобы внушить чувство стыда, вины и выкручивать вам этот винт, да, и в сердце, и в душу, отравлять ваше существование. Предатель Родины — это человек, который по очень-очень злому умыслу, сам, решив самостоятельно, нажимает кнопку, и страна исчезает в ядерном взрыве. Мне кажется, это единственный вариант предателя Родины, потому что все остальное — это не предатель Родины. Это человек, который выбрал себя, который выбрал свою безопасность, выбрал свое счастье, выбрал, может быть, свои смыслы, но сделал это не из зла, он сделал это из любви, например, к себе или к своей семье. Кому вы там нужны? Кому вы здесь, Алена, Друг другу, конечно. Нет, если честно, опять же, что значит быть кому-то нужным? Ты нужен прежде всего сам себе. Свою ценность важно ощущать. И те люди, которые кидаются в вас словами о предателях, о родине, об этих вещах, они пытаются забрать у вас вашу ценность. Они пытаются забрать у вас ваши истинные чувства. Они пытаются забить вам, как ты говоришь, баки, забить вам фильтры ваши тем, что на самом деле, неправда, да, то есть они пытаются забрать у вас. И вы нужны прежде всего себе. Разберитесь в себе, что для вас важно, что дает вам силы, что дает вам ресурс. Там вы будете нужны, в том месте и в той точке. А я так скажу, и понятие предателя Родины, и понятие, кому вы там нужны, это образы, которые мог подумать человек, который представляет себе мир как раздробленное на много-много маленьких кусочек нечто. Мир очень большой, мир огромный, и в нем живут люди. И все эти люди в разных странах друг другу нужны. И все эти люди в разных странах связаны между собой огромным количеством ниточек. И я здесь нужна просто потому, что я здесь оказалась. Я здесь улыбнулась какой-то девушке, я здесь помогла ребенку с мячом, я здесь убрала мусор в мусорку, я здесь нужна, потому что я сюда приехала, потому что я гражданка этой планеты, и я сейчас нахожусь здесь, и я ответственна за то, чтобы здесь было хорошо, на маленьком кусочке. И тогда последний вопрос в связи с этим. Если бы облачная Россия, о которой мы говорим сейчас, существовала, и вы бы были жителями, первыми самыми, у вас была бы возможность инициировать один закон от себя. Какой бы закон... Жесть! Это жесть. Я бы, конечно, про равные права бы, естественно. То есть я бы закрепила это. И сделала бы это неотменяемым законом. Серьезно. То есть универсальная декларация прав человека была бы первой историей, которую я бы приняла. И в ней бы действительно закреплялась бы нерушимость этих прав. Потому что сейчас, к сожалению, это документ, который существует только на бумаге, и он повсеместно, под него ноги вытирают, да, но я считаю, что это важнейшая история — принимать личность как личность, принимать и уважать свободу личности на самовыражение, на самореализацию и все, что под этим понимается. Любого человека, вне зависимости от пола, вероисповедания и прочих нюансов. Ужасно. Меня нельзя допускать ни в какое управление, потому что я... Не избирать в политику. Нельзя, ни в коем случае, поэтому не буду. Потому что то, что у меня крутится в голове, оно завязано, опять же, на то, чтобы читать, на то, чтобы думать. Я бы сделала что-то такое, я бы сделала что-то с обязательным образованием. Мне кажется, было бы невероятно важно, что люди, которые образуют некоторую новую общность, какое-то время потратили бы на образование, на просвещение самих себя. Это могли бы быть какие-то разные курсы, которые можно было бы выбрать. Может быть, это было бы история феминизма, может быть, это было бы история философии, может быть, это было бы все вместе. Но это было бы что-то, что дало бы возможность людям видеть мир шире. Дать им возможность посмотреть на то, что может быть по-другому. Потому что, когда мы знаем и думаем, мы становимся шире, мы становимся счастливее. Наверное, я бы хотела, чтобы было бы что-то такое.